Сейчас мы будем разбирать осциллограф советский S155. Снимем все радиодетальки потихонечку. И начнем, наверное, с вот этих резисторов. Посмотрим, как они разбираются. Посмотрим, что здесь интересного сейчас. Так. Она просто выдергивается у нас, скорее всего. Тоже нет. Ладненько. Так, здесь я сразу вижу интересный конденсатор. N01 квадратненький. Это ценные элементы, мы их пока отложим отдельно. А к остальному все вернемся. Посмотрим, как это все будет у нас разбираться. Вопрос теперь еще. Это один, наверное, расширотить, знаете. Как у нас тут еще все это снимается, разбирается. Так, а это разбирается. Вон вижу хороший резистор трехконтактный с позолотой. Тут он в концевике вижу с позолотой. Так. Делаем. Надо с этим разобраться. Это мы снять можем легко сейчас. Скажем так. Мы разбираем. Тумблер снимаем. Тумблерочек у нас хорошенький. В хорошем состоянии. Мы его заберем. Ну, положим пока сюда. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть еще интересного. Так. Как же тебя выдернуть? Я пытаюсь взять пассатижами, а он рассыпается. Это не очень хорошо. Ага. А там вижу одним шурупики, которые его и фиксируют, да? Ага. Так, мы сюда кинем пока. Может, не буду. Как-то прозаичнее сниматься. Пластик уже до того просох, что рассыпается в руках прям. Пришлось принести такой вот наборчик инструментиков, чтобы разобрать нам вот этот тумблерочек. Шкивочек, тумблерочек, шкивочек, тумблерочек. Во.
Так он снимается, а таким вот макаром он сниматься почему-то не хочет. Почему? Вопросик. Где-то у него должна здесь защелочка быть такая. А, вот она как. Они в советское время... Во, как снимались, интересно. Потом откручивается эта пипочка. Еще не все так просто. Вот, и эта штучка ставится потом, получается, защелочный паз. Тут еще у него специальное отверстие стоят. И вот эти вот пипочки, если сфокусировать, вот эти пипки должны попасть в отверстие. Нам сейчас настроить надо вот так вот. О! Идеально. Так вот в советское время делали такие вот тумблеры. Аккуратненькие, красивые. Не то, что сейчас. Китайские накладочки ставишь на эти с Алиэкспресса, а они ни капли не держатся. Во! Вот это я понимаю. И под любой диаметр можно в резисторе. Кстати, отвертка, которую откручиваю, тоже с Алиэкспресса китайская. Так что не факт, что металл у нее качественный был. Нет, присох и не хочет. Рассыпался. Не хочет. Тут я вижу болтик. Попробую немножечко сорвать. О! Ну, хотя бы так разобрался. Так, с этим мы закончили. Что у нас тут еще? Снимается, да? Осталось еще парочку десяточек. Опа! Легко снялся. А, у него защелки рассыпались. Что, полностью выкрутил, а он даже не сдернулся с места. Ничего себе. Смотри, как запаянный. Ничего себе, он забитый. Интересная конструкция, конечно. Надо свет, а то плохо немного видно. Вообще интересно советские радиодетали разбираешь, когда много советских приборов, очень много интересных таких своеобразных элементов. С одной стороны, вроде они простенько все сделаны, зато с другой стороны смотришь, как это функционально и аккуратно. А начинаешь работать по ремонту современной техникой, иногда смотришь, так убого все сделано, что
обидно становится. Как раньше все-таки люди хорошо подходили, продуманно, все с инженерной выдержкой к данной работе. Каждая деталь продумана. Он тоже рассыпался. Сделано, как говорят, на века. Этот осциллограф я нашел на свалке, но уверен, если бы его не выкинули, он еще мог послужить свою службу. И он уже на свалке размародерствовал кто-то, потому что корпус валялся отдельно, разбитая лампа валялась. Кстати, там еще одна лампа валялась. Ну, по-моему, не от него. Где же эта лампа? Не помню, уже лежит. Куда-то я ее нашел. А, вот она, в стороне там лежит. Здесь все рассыпалось уже. Мы уже близки к финишной прямой. Двухъярусный переключатель у нас что-то заклеенный почему-то. С той стороны, по-моему, кувалду ударяли, он переклеился, поэтому тут какой-то пластилин, наверное, типа пломба была какая-то. Это мы уберем в сторону. Возможно, для каких-нибудь ремонтов оно еще пригодится. Когда буду делать что-нибудь, собирать интересную технику. Какой-нибудь интересный переключатель. Контакты, скорее всего, надо посмотреть. Возможно, тоже позолоченные. Та-та-ри-та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-ра. Этот у нас рассыпался. Ладненько.
очень интересная конструкция. Все сделано на переключателе. Так, посмотрим. И вот мы уже почти близки к снятию тумблеров. Это вот, получается, тут большой. О, этот сам снялся. Стянулся. Тоже рассыпались защелки. Ну, формально делать какую-нибудь радиодетальку можно куда-то закрепить будет. Их еще перебрать будет, смотреть, какие вообще поломались, то сразу на мусорку, чтоб лишнее барахло здесь не копилось. Смотрите-ка. Как всегда, закон подлости, как один останется, последний. Вот последний остался. И не хочет ни под какую. И все время такая ерунда у нас. Что-нибудь только останется, начинаешь мучиться с ней. Так. Тонкий инструмент уберем. Эту мусорку. Так. Вот выйдем. Тут надо это открутить. Тут надо. И тут надо. Сейчас мы эти гаечки снимаем. Защитную панельку. Снимаем. Надо еще осциллограф и распиской какой тумблер и какая кнопочка к чему принадлежал. Алюмишка. Да мы выкинули. Ну, какой-то проводок был здесь. Так. Посмотрим дальше. Что мы можем снять пока в данный момент. Так, смотрим. Сразу хочу сказать, чтобы в комментариях не писали, что вот вандал и так далее. Я еще раз повторяю, я все детали, которые радио разбираю, это все со свалки. И где-нибудь у ребят валяется в гаражах, берется. Какие-то детали я беру на ремонт, какие-то на сдачу, продачу и даже, как говорится, что-то оставляю себе для ремонта. Так. Мы его, наверное, сейчас разберем. Резистор отдельно уберем. Так, мне такой явно не нужен будет. Опа, какие бонусы я тут нашел сразу. Ничего себе. Вот мы видим
N3 и N3. Еще два конденсатора квадратненьких. Вот они. Мы их сейчас сразу откусим. Вот такие вот конденсаторы. Если сюда посветить на него. Не знаю, на фокусировке видно будет, не видно. Не фокусируется у меня камера, потому что в комнате здесь темно. И еще вот такой вот конденсатор я тут нашел. Окукленный. Получается 6M750. Такой вот окукленный конденсатор еще. Вот, это мы уберем сюда на сдачку. Так. Ну-ка, ради любопытства еще так взглянем. Невооруженным глазом, как говорится. Вот здесь серебро. Серебро в конденсаторах находится, в трубчатых, и вот в этих вот квадратных. Ну, это кто-то и собирает, любители. Я складываю в отдельную баночку, конечно. Вот еще один. Так, вот этот, да, у нас. Так. Так, что у нас здесь? Здесь обычные резисторы и конденсаторы трубчатые, в которых содержится серебро. Угу. Попробуем парочку таких сегодня разобрать. Говорят, у них тоже КМ-очки лежат. Ни разу не разбирал. Да я особо не охочусь. Прям специально за ними. Что попадается, как говорится. Ух ты! Ничего себе! Интересненько. Ого. Вот делалось так делалось в свое время. А что, так просто еще и не разобрать, какая интересная втулочка. Прям такая вот втулочка вставала. Так, попробуем следующий. Тут сразу пошел. Тут вижу гаечки. Тут обычные типичные с гаечками. А те интересно сделаны с втулочками, видно, специализированные.
Так. SP3 9А. Вроде бы обычные, но тут интересная штучка. У него такие переходнички сделаны. Это все на резьбе. Тут вот, кто радиодеталями занимается, знает, что здесь прорезь. Здесь вот такая плоская, как отверточка, лопаточка вставлена. Интересная конструкция, конечно. Так вот она вставляется. Все это позже покажу поближе. Пускай лежит здесь. Пока. Так. Коробочку болтики складываем. Опа! Какая ловкость рук. Прям в полете поймал. А здесь интересная конструкция, только сейчас обратил внимание. Видите, вот такие есть переключатели, вниз, вверх. Они сделаны на концевых советских выключателях, концевичках. Сейчас мы их тоже все поснимаем. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Но для этого нам нужно будет опять наш тонкий инструментик. Попробовать им открутить для начала, если пойдет. Ну, пошло. Не совсем все просто. Так. Поближе подвинем. Тут что-то он не совсем хочет выкручиваться, скажем так. Нижний выкрутился, а вот верхний не захотел. Ладно. Как говорится, если гора не идет к Магомету, Магомед идет к этой горе. И вообще его можно отпустить, наверное. Вот так вот. И мусорку. Все, так, а чтобы снять нам этот, нужно здесь, по-моему, вот это открутить, да? Что-то крутится, а что я не пойму. Все вращается у нас. Что-то крутится, а что я не пойму. Так. Тут у нас радиодетальки припаяны к корпусу. Сейчас мы их немножечко поснимаем.
какой у нас есть pp340. Их тоже принимают. Где-то рублей 60 или 100, наверное, я уж не помню. Но факт в том, что принимают, но они очень хорошие. Я пока их подержу у себя. Где-то может и пригодятся. А если не пригодятся, можно в любой момент их продать. Так. Это сразу откусим, чтобы проволочка не болталась здесь. Так. Что у нас тут еще есть интересненького? И попробуем. Более тонкое не хочет. Более толстое не могу, да? Это тоже не пойдет. Вытаскиваем пока то, что можем пока убрать, чтобы не мешалось нам. Так, посмотрим остальное вообще, что нам нужно, не нужно. Может сразу, скажем так, на мусорку. Это у нас не гаечки, да? Значит, будем делать так. Так. Да, кстати, работка по разборке таких деталек очень-очень грязная, скажу я вам, ребята. Потому что ручки уже все грязные, а перчатки я сегодня опять не одел. Вечно забываю делать перчаточки. Хотя это надо, чтобы ручки не вредить, не травмировать и так далее. Но отсутствует такая привычка. Очень плохо, конечно. Но что поделать. Из двух пластин текстолита. Подложечка сделана. Все грамотно, чтобы ничего не коротнуло нигде. Вот в советское время делали, так делали.
Не то, что сейчас иногда некоторые радиодетали разбираешь, там у них резистор в конце торчат, и конденсатор прикасается, из-за этого было короткое замыкание и так далее. Все делают на совесть в советское время. И охлаждение продумывали, все, чтобы не перегревались радиодетали. Все тестировалось. А сейчас еще одна подкладочка. Какой интересный. 100 тысяч пикрофарад. Такой вот интересный кондер. Вот с этой стороны такой плоский. SSG 2, 350 вольт, 100 тысяч пикрофарад написано. Такой же, только не длинная, а квадратная форма сделана. Здесь у нас 10 тысяч пикрофарад. Ладненько. Шурупик я докручу. Наверное. Вот этот вот выкручу я сейчас. Чтобы... Стараюсь разборы побольше. Шурупиков оставить. Шайбочки, шурупики собираем в отдельную баночку. Привычка. Вот что у нас. Получается вот этот фигурный элемент, который не хотел выкручиваться, да? Вот. Там гайка прокручивалась. А она в корпусе стоит. Так просто до ней не дотянуться, оказывается. Сейчас мы ее немножечко зажали. О. И все. Вся проблемка. Проблемка решена. Так. Осталось откусить парочку проводков. И все. Так, здесь остался у нас сам концевой выключатель. Почему-то здесь у нас остался. Как тебе снять? Нужно открутить пару болтиков будет. Пару болтиков, а с этой стороны держать пару гаечек, да? Ну ничего, сейчас это мы быстренько оформим. Раз. И все на месте. А, тут даже держать не надо. Эти гайки, похоже, приварят к корпусу. Вот тоже какое удобство сделано было. Все продумано. До мелочевки. Эту мы крышечку мусорку. Здесь у нас еще одна. Вот эту вот гайку придется подержать. Она даже красочкой закрашена. Все. Даже эта гайка была приварена. Завальцована, не приварена, она завальцована была. Так, ставим здесь оставим. Здесь у нас больше ничего интересующего нас нету. Тут один болтик открутить надо, держит провод.
Это мы выкинем. Болтик сюда. Смотрите, какая интересная конструкционная резинка. Ну-ка, поснимаем мы их. Где у нас? У нас получается какого года? -55 года. Осциллограф, что ли, получается? Не путаю. Ну, в советское время еще делались осциллографы. А резинки делались вот для прокладки проводов, чтобы не царапались. Смотрите, как новенькие. Даже не рассыпаются. Ё-моё. Вот качество делали раньше. Оставлю себе. Иногда что-нибудь где-нибудь делаешь. Нужны бывают. Хороший конденсатор. Здесь. Сейчас мы его откроем. И посмотрим, если мы его так сразу легко не стянули, а стянули. Так. К73П. По-моему, тоже приемный конденсатор. Надо посмотреть. Поводиться. Контактик подлиннее откусим пока. Положу сюда в радио. Нам проводки не нужны. А саму мамочку ПДМ-1.1 ПДМ-1.1 сделан такой конструктивной формочки. Интересно, оставлю пока, пускай поваляется, там посмотрим, что с ним делать. Так, берем пока лишнюю проводочку. Так, ну что у нас здесь? Интересненько. Здесь у нас впаивались провода. Мусорку. Сюда. Ну и в общем, горем пополам. Осциллограф у нас разобран, можно сказать. Перекусим. Сюда. Здесь мы тоже. Так вот перекусим. Это мы все повыбрасывать. Это нам не нужно будет. Здесь что у нас? Проводки не нужны. Сразу на мусорку. Так. А эти почему два?
Здесь вот 3 гаечки хорошие. Такие вот 3 гаечки. Их надо забрать. Они еще нам пригодятся куда-нибудь. Чтобы их открутить, здесь зажать, взять отверточку, взять свою лучше. Так. Раз, и разобрали в первый раз. А здесь у нас развальцованный, ладно. Это мы выкидываем. Здесь да, деталечку. Сразу на мусорку. Интересно. Лампочка сделана. Интересно, лампочки я сюда отдельно откладываю. Так. Резистор мы пока в баночку. Так, тут что такое? А, вот оно, что это было, да? Сейчас покажу кушетку. Все не нужно здесь, чтоб не болталось. Получается, здесь сделаны такие вот регулировочные отверстия под отверточку. Ну, видно, специальный ключик был или отверточка, и стоят регулировщики. Они закручены, стоят здесь вот такими вот гаечками. Не знаю, видно, не видно, такими вот гаечками. Вот сейчас будем думать, как их открутить. Посмотрим, которым проще добраться сначала. Проводничок берем. Да? Так-то ничего особо сложного. Там вставлена такая гаечка, которая со временем потом выкрутится, я так понимаю. В него вставляется вот такой переходничок, втулочка. Все тоже очень просто, но все продумано. Еще раз повторяю, в советское время все было продумано до мелочевки. Сразу резистор с конденсатором срубим. Чтобы было все на месте. Здесь, по-моему, ничего нету.
Ну и тут вот так. Немножечко песен. Так. Ну и вот мы, по сути, разобрали. Тут осталось немножко деталек, но не будем. Тут немножко осталось деталек, скажем так. Это все выглядело вот так вот. Вот еще раз я говорю про эти тумблера, как интересно они сделаны. Вот сами, как их там правильно будет. Или кто вот там. Сейчас, секундочку. Это у нас получается SP3, да? SP3 сделано. Так вот интересно. Вставляется сюда регулировочка. Здесь выводы контакта. Щупы вставлялись. Сразу видно. Ну и вот. Такие вот радиодетали мы повытаскивали с них. Серебряные кондеры, трубчатые тоже серебро. Кто-то их собирает. Я их откладываю отдельно. Может, куда-нибудь потом сплавлю. Потому что в работу они не пойдут. Здесь вот тоже вот такие вот были найдены кондерчики. Это уже большой плюсик. Вот. Ну, спасибо за просмотр. Остальной разбор будет в следующем видео.